Меня зовут Брюс Татл. I wasn't expecting to teach this week, Я не ожидал, что мне придется здесь учить у вас на этой but неделе. I'm glad I'm here. Но мне очень приятно быть с вами. I only taught here once before, Я здесь преподавал всего один раз. and that was 1997. Это было в 1997 году. So that was my first missions trip to Ukraine. Это, кстати, была моя первая миссионерская поездка в Украину. Now, I was a pastor in the States, В Соединенных Штатах я был пастором. and we supported two missionaries Мы here. поддерживали двоих миссионеров здесь, в Украине. Sam Slobodian was one of the men we supported. Один из этих миссионеров был ministry. Сэм Слободян. And I came here to teach, Я приехал в Украину, чтобы преподавать. and I taught the pastoral epistles. Я преподавал пасторские послания. Now, I had taken other missions trips Я также путешествовал, был в других миссионерских to поездках. India, Однажды ездил в Индию, Scotland, в Шотландию, Romania. Румынию. But when I came to Ukraine, that week I was here, I didn't want to go home. Но когда я приехал в Украину за неделю, которую я провел здесь, я понял, что не хочу домой возвращаться. Oh, yes, I wanted to see my wife and children Нет, ну конечно же я хотел увидеться со своей женой и с детьми, and my church. и со своей церковью хотел увидеться. But I really wanted to come back and stay in Но Ukraine. мне очень сильно захотелось вернуться и жить здесь, в Украине. So every year for the next 9 years, I came to Ukraine at least once. Так что последующие 9 лет я приезжал в Украину хотя бы раз в год. And some years I came 3 times. Иногда я приезжал 3 раза в год. And we were supporting a missionary who was in Bila Tsarkva. И мы поддерживали миссионера, который жил в Белой Церкви. So I was mostly there when I would come to Ukraine. Поэтому в основном я ездил туда, когда приезжал в Украину. But that missionary died, Но этот миссионер умер. and that was kind of God's open door for me to move to Ukraine. И таким образом Бог своеобразно открыл дверь для меня, чтобы я переехал в Украину. So my wife Natalie and I moved here in 2005. Так что я и моя жена Нэталин, мы переехали сюда в 2005 году. And I've been ministering in Bila Tsarkva. И с тех пор мы занимались служением, я занимаюсь служением в Белой Церкви. We didn't bring any children with us. Our children were all either in college or through with college in the States. На то время мы не привезли с собой ни одного из наших детей, потому что они уже были взрослыми, кто-то учился в колледже, другие же закончили колледж на тот момент. All my children went to Bible college. Все мои дети учились в библейских колледжах. One son and one daughter are missionaries. Один мой сын и одна наша дочь работают They're миссионерами. all married. Все они уже в браке состоят. My oldest son will be living in Gruzia Мой старший сын собирается жить в Грузии. and trying to set up a ministry to train pastors and plant churches there. И он хочет там начать служение по обучению пасторов и насаждению церквей. And my daughter and her husband lived in the Philippine Islands. Моя дочь со своим мужем живут на Филиппинских островах. Now they're back in the States trying to get visas to go into China and stay in China. Сейчас они в Америке пытаются открыть себе визы в Китай, чтобы там нести служение. And then one of my sons is an assistant pastor in the States. И один из моих сыновей несет служение ассистента пастыря в Соединенных Штатах. And my youngest son hasn't quite figured out what he's doing yet. И младший мой сын еще не особо определился с тем, чем он хочет заниматься. He has a master's degree in Greek and Hebrew and would like to teach. У него есть степень магистра в древнегреческом и древнееврейских языках, и у него есть сильное желание учить. But he thinks he needs more training before he does that. Но он чувствует, что ему бы хотелось еще поучиться, прежде чем он начнет преподавать. So anyway, I love Ukraine. Как бы там ни было, я очень люблю Украину. And I know it's shameful that I don't yet speak Ukrainian И я or знаю, Russian. что мне стыдно сейчас признаться в том, что я еще не говорю на русском или на украинском языке. Я говорю по-украински трошки. Maybe дуже трошки. По-русски чуть-чуть. Okay? Anyway, I'm glad to be here. 6 of our men came along. Да, я рад быть здесь. 6 моих студентов тоже приехали со мной. We were going to send 8 fellows up here today and tomorrow for Baptist history. Мы хотели отправить 8 наших студентов к вам в семинаре, чтобы они взяли курс по истории баптизма. Now, we won't be able to call this Baptist history Но мой предмет не называется история баптизма. unless somehow we can figure out that Joshua was a Baptist.
Разве что, если мы предположим, что Иисус Навин был баптистом, то в таком случае да. So we'll have to work on that. Ну, мы можем подумать, может, переименуем курс. When we start this course, I'm going to start with quite a bit of history, some dates, some names. Начало курса будет очень тесно связано с историей, так что мы будем рассматривать с вами некоторые даты, некоторые имена. I'm sorry, my maps are all in English. Я хочу извиниться за то, что все мои карты на английском языке. But you can get a little bit of an idea of places. Но я надеюсь, мы с вами сможем составить общее представление о тех местах, о которых будем разговаривать. How many of you like history? Сколько из вас увлекаются историей? I ask because many people tell me I hate history. Я почему спрашиваю? Потому что многие мне признаются в том, что они ненавидят историю. Okay. I will not be asking you to remember very many dates or names. Я не буду заставлять вас на память заучить много дат или много имен. I would just like you to think through this and get it in your head. Я просто хочу, чтобы вы все это продумали и чтобы это было осталось как-то в вашей голове. If we have time tomorrow, we will have an exam. Если у нас завтра останется время, то мы с вами напишем еще экзамен. But don't worry about that. I will tell you what you need to know. Но не переживайте об этом, потому что я вам скажу, что будет на экзамене. I'll make it as easy as possible for you. Я постараюсь его сделать настолько легким, насколько это только возможно. And only a couple of key dates. И в этом экзамене будет всего лишь несколько ключевых дат. Okay? Хорошо? I grew up in a Christian family. Я вырос в христианском доме. And I repented when I was 15. Я покаялся, когда мне было 15 лет. And next month I'll be 65, so I've been a believer for 50 years. В следующем месяце мне будет 65, так что я уже верующий на протяжении 50 лет. But in Sunday school as a child, in Bible college when I got older, one thing troubled me. Но когда я был ребенком в воскресной школе, и потом, когда я учился в библейском колледже, одна вещь не выходила мне из головы. We study historical things in the Bible. Мы изучали много исторических событий в Библии. Actually, 12 books of the Old Testament are history. И, кстати говоря, 12 книг Ветхого Завета являются историческими. Starting with Joshua. И эта секция начинается с книги Иисуса Навина. Joshua, Judges, Ruth. Иисуса Навина, книга Судей, книга Руфь. 4 books of Kings. 4 книги Царств. 1st and 2nd Chronicles. 1-я, 2-я Паралипоменон. Ezra, Издра, Nehemiah, Неемия, Esther. Исфирь. So a lot of the Old Testament is history. Так что большая часть Ветхого Завета — это история. So as we read the Old Testament, we have an idea of things that are going on in Israel. Так что, когда мы читаем Ветхий Завет, мы можем себе составить представление о том, что происходило в Израиле. What bothers me is we hardly ever study what's going on around Israel or in the rest of the world. Но что меня беспокоило, это то, что мы очень мало знали о том, что происходило в других странах, в остальной части мира в то время. Historically, Israel wasn't a major world empire. Потому что с точки зрения истории Израиль никогда не был важной мировой империей. But we do have empires like Greece, Но мы знаем об империях, как Греческая империя, Римская империя, Assyria, Ассирийская империя, Egypt, Египет, Babylon. Вавилон. So when I look at the history of the Old Testament, I want to know what's going on in the rest of the world. Поэтому, когда я рассматриваю историю Ветхого Завета, мне хочется узнать, что происходило в остальной части мира, не только в Израиле. How does the secular history we learned in school, how does that intersect with biblical history? Как светская история, которую мы с вами изучаем в школах, сопоставима с той историей, которую мы видим в Ветхом Завете? Now maybe that doesn't bother you. Может, вас это не беспокоит. But that's always troubled me. I've always wanted to Меня know. это всегда беспокоило, я всегда хотел знать об этом. And I wish I could figure out a way to put a timeline around the room that we study in Bila Tsarkva. Я бы хотел, если бы у нас была возможность, чтобы здесь показать вам временную шкалу, которая есть у нас в Белой Церкви. We have a small institute. Там у нас есть небольшой институт. And we train men for 3 years. 3 года мы обучаем мужчин. For 9 months of each year. 9 months. 9 месяцев в году. And we meet in a smaller room that's also our library. И мы занимаемся в маленькой комнате, которая также является нашей библиотекой. And I wish somehow we could paint a timeline around the walls of that room.
И я думаю, когда-то у меня появилась идея, чтобы нарисовать временную шкалу на стенах этой комнаты. Where on one strip we would have what's happening in the Bible times, Чтобы на одной линии было описаны события, которые происходят в Библии. and then on other strips above and below it we could show other world empires, what's happening that's notable in the rest of the На world. других же линиях сверху и снизу, чтобы были события, которые происходили в остальных частях мира, которые являются важными. Because I would like a way to see that. Мне бы хотелось, чтобы так было. For example, Например, I'll show you a couple of photos of the largest pyramid in Egypt. например, я вам покажу несколько фотографий самых больших пирамид в Египте. And that pyramid is at least it's more than 3,000 years old. И этим пирамидам больше 3000 лет. In fact, I think now it's more than 4,000 years old. И на данный момент даже я думаю, что им больше 4000 лет. Well, where was Abraham when that pyramid was being built? Где был Авраам, когда строились эти пирамиды? Was he alive yet? Был ли он жив в то время? See, those are things I wish I knew. И я хотел бы знать все эти, как сопоставляются эти события. So, if you hate history, Так что если вы ненавидите историю, just try to tolerate the things we talk about for the next couple of hours. постарайтесь с терпением отнестись к тому, о чем мы будем говорить последующие несколько часов. And if you love history, then Если I же вы hope любите this makes some историю, sense to you. я надеюсь, что это будет для вас иметь определенный большой смысл. So do you have this timeline and the Белая Церковь, or you wish to? No, I wish I had. Извините, пастор Брюс говорит, что он хотел бы, чтобы Белая Церковь была такая лидер, но у них ее нет. Потому что я так понял, что у вас есть карта. I just need somebody to take the time to develop it. Мне просто нужно, чтобы кто-то этим занялся, нарисовал такую шкалу. Well, let's get started. Давайте начнем. You have some notes. У вас есть конспекты. I lost the computer file for these notes on a hard drive that crashed. У меня поломался жесткий диск, и я утратил всю информацию, которая там была, включая этот файл. So these were just scanned from paper notes. Так что эти конспекты, которые у вас есть, они отсканированы от бумажных конспектов. See, I would have changed them and given you more room to write notes. Я бы хотел их изменить, чтобы сэкономить место, чтобы у вас было больше возможностей вести свои записи. I will suggest a number of things you ought to write in. As I'm talking, there might be other things that you think you want to make a note of. Будут вещи, которых нет в конспекте, которые вы можете отмечать где у вас есть пустые места в конспектах. Just make the notes useful to you so that they're useful to you later. Самое главное, чтобы в этих конспектах находилась та информация, которая вам в будущем пригодится. We have a possible 8 hours today and 8 hours tomorrow. Предположительно, мы будем заниматься 8 часов сегодня и 8 часов завтра. I don't know if we need all that. Я не знаю, нужно ли нам столько времени. So probably if you have questions, you can ask questions. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, задавайте их смело. We'll try to take time for that. У нас будет время, чтобы отвечать на них. Any questions you ask today, maybe I'll just say, well, let me answer that tomorrow. Может быть, вы какой-то вопрос сегодня зададите, я вам скажу, давайте я на него завтра. And we would start tomorrow with some answers to И questions. завтрашнее занятие начнем с того, что я буду отвечать на ваши If сегодняшние вопросы. they're really easy questions like who is Adam's wife, I'll just answer those today. Если будут простые вопросы наподобие того, как звали жену Адама, то я на них легко отвечу. Okay? Хорошо? Or somebody else can answer that. Или кто-то из класса может ответить на такой вопрос. I knew an older pastor, he's now with the Lord. Я знал одного старого пастора, он уже сейчас отошел к Господу. He started a church many years ago near Philadelphia. Много лет назад он открыл церковь недалеко от Филадельфии. He found a handful of believers, Начиналось все с костяка верующих людей, and they started meeting as a church. и которые начали собираться как церковь. 30 years later, the church had 2,000 people every Sunday. Через 30 лет из этой общинки образовалась церковь из 3000 человек. Because it was very evangelistic.
они очень много уделяли внимания евангелизму. and a very strong Baptist church. Это была очень убежденная, крепкая баптистская церковь. I spent 2 summers in that church while I was in seminary. 2 лета подряд я провел в этой церкви, когда я учился в семинарии. And the pastor had many interesting stories. И этот пастор рассказывал очень много интересных историй. Before he became a believer, he had been a military man. До того, как он уверовал, до того, как этот пастор уверовал, он был военным. And he was built like a bulldog, like a thick, И у него mean dog. было такое телосложение, как у бульдога, такой весь сбитый, накачанный And he had мужчина. real thick glasses, and he looked at you, and he looked mean. У него были очень толстые очки, и он смотрел в аудиторию и увидел меня. And he had a very, very big voice. И у него очень крепкий, такой громкий голос был. And he said, "Man, when you teach or you preach, you've got to keep people from falling asleep." И он мне говорил, знаешь, когда ты проповедуешь, ты должен не дать людям заснуть. So he said he was preaching one morning in his church, И однажды утром он проповедовал в своей церкви, and he noticed that there were some people who were falling asleep. и он обратил внимание на то, что в аудитории некоторые люди уже заснули. So he said, "I lowered my voice to make it very soft." Так что он понизил свой голос, чтобы он звучал очень мягко. And he said, "I asked the question, who was Adam's wife?" И он задал вопрос, как звали жену Адама? And he says, a little old lady raised her hand and said, "Eve." И пожилая женщина подняла руку и сказала, Ева. And he said, when she answered the question, I leaned forward toward the microphone. И когда она ответила на вопрос, я наклонился, этот пастор наклонился к микрофону. And I said, "Right!" И сказал, правильно! He said, people just jumped out of their seats. Люди подскочили со своих сидений. But he said, nobody fell asleep for the rest of the morning. И по его словам, до конца служения больше никто не засыпал. Now, I'm not likely to do that to you because I'm mild-mannered, gentle. Я, наверное, с вами так не буду поступать, потому что я воспитанный человек, по-другому воспитан. But in my church, I ask people if they fell asleep, please don't snore. Но в моей церкви я прошу людей, друзья, если вы засыпаете, то, пожалуйста, хотя бы не храпите. And I'll ask you the same thing. Об этом же я попрошу и вас. See, the problem is if you snore, you might keep somebody else awake. Потому что если вы будете храпеть, то вы разбудите кого-то другого. So, please don't snore. Так что не храпите. All right. This little country called Palestine, or the Holy Land, seems to have an importance much greater than its size. Вот эта маленькая страна, Палестина, или как мы ее называем, Святая Земля, она, кажется, имеет намного большую важность, чем ее... Ее важность намного больше, чем ее размер. And much greater than the size of its population. И ее важность намного больше, чем количество населения. But geographically, it lies at the heart of 3 great continents. И географически Палестина находится посредине 3 больших континентов. So it's located between Europe and Asia and Africa. Она находится между Европой, Азией и Африкой. It's been called the Bridge of Nations. Палестину также называли в свое время мостом цивилизации, мостом народов. Because throughout history, armies have come from those 3 continents toward one of the other continents, and they've crossed Israel. Потому что армии из этих континентов ходили в походы и постоянно пересекали Палестину. I think this is written in your notes. Мне кажется, об этом написано в ваших Would you just конспектах. read that, please? Number 1. Yeah. The whole introduction. Yeah. Just please. read it loud. Okay. Среди всех народов мира Израиль стал самым выдающимся на протяжении ветхозаветной истории. Откуда произошла эта нация? С какой целью Бог дал ей начало? Чего Он ожидал от нее? Насколько она сообразовалась с этими ожиданиями? Чтобы верно понимать значение народа Израиля в отношении Божьих намерений для мира, необходимо дать ответ на эти и другие вопросы. Мы не исследуем историю Израиля просто как собрание фактов и дат, связанных с этим народом. Но скорее мы желаем видеть Божью руку в действии внутри и через этот особенный народ. Ясно, что первостепенным источником для изучения подобного рода является Ветхий Завет. Your Psalm 47, Ваш 47-й псалом, the Bible calls Jerusalem the joy of the whole earth. Библия называет, в 47-м вашем псалме Библия называет Иерусалим радостью всего мира And the city of the great king. и городом великого царя.
And that Jerusalem, that chief city of Israel, has been the center of interest for Jews, for Christians, for Muslims over centuries. И на протяжении многих веков Иерусалим представлял особый интерес для христиан, для мусульман и для иудеев. Think back to the Old Testament, Genesis chapter 12. Давайте с вами откроем Ветхий Завет, Бытие, 12 главу. Should I move over and give you a little more space? I can. Yeah. Genesis 12, Бытие, 12 глава. verse 23. God promises this land to Abraham. 23 стих. Господь пообещал эту землю Аврааму. 12, Yes, verse 23. 12:23. There's no 20. Ah, you're correct. 12, 2 through 3. I'm sorry. Со 2 по 3, извините, 12 глава со 2 по 3 стихи. Should I read it? Yes, please. «И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну. И благословятся в тебе все племена земные». So the land has been promised to Abraham. Так эта земля была обещана Аврааму. Chapter 3, verse 15, the next chapter. 13 глава, Verse 15. 15 стих. 13 глава, 15 стих. «Ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я, и потомству твоему навеки». So the land is promised to Israel forever. Итак, эта земля обещана Израилю навеки. Then chapter 15. Далее откройте 15 главу, 18-21. с 18 по 21 стихи. «В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав: потомству твоему даю я землю сию от реки Египетской до великой реки, реки Ефрата, Кинеев, Кинезеев, Кетманеев, Хитеев, Перезеев, Рифаимов, Амареев, Хананеев, Гергесеев и Иевусеев». So here the boundaries of the land are given. Borders. Здесь описаны границы земли, которая дана Now, just Израилю. set your notes aside for a moment. Look at this map. Отложите свои конспекты ненадолго и посмотрите сюда. This is a map of roughly the route that Abraham took when God called him from his home Это карта того пути, который проделал Авраам, когда Господь призвал его из его домашней земли, из его дома, in Ur of the Chaldees. из Ура Халдейского. This is in the, well, here's Babylon, so it's close to Babylon. Ур Халдейский находился недалеко от Вавилона. Вот здесь находится Вавилон, это Ур Халдейский. This dotted line is a possible route he took up to Haran. This is more probable the route he took. It doesn't matter. Пунктиром отмечена одна из предполагаемых дорог, которую он проделал до Харана. Ровными стрелочками описана более правдоподобный маршрут. Then when he left Haran, he came down into the land God had promised him. И после того, как Авраам покинул Харан, он пришел в ту землю, которую Господь обещал ему. Question. Вопрос. Did Abraham ever in his lifetime own property in Canaan? За всю свою жизнь Авраам когда-нибудь владел собственностью в Ханане? Была ли земля ханаанская у него в собственности? Okay, no. Нет. Except that when his wife died, he bought a place to bury her. За исключением гробницы, которую он купил, чтобы похоронить там свою жену. That was all. И все. And yet God had promised him this land. Но в то же время Господь пообещал ему эту землю. Abraham lived his whole life looking forward to that promise. И Авраам прожил всю свою жизнь, ожидая исполнения этого обетования. God did fulfill his promise. It was after Abraham's day. Господь исполнил свое обетование, но это было уже после того, как Авраам отошел в вечность. So when you look at the life of Abraham, he came down into the land, goes down into Egypt for a while, then back again. И если вы посмотрите на эту дорогу, то видно, что Авраам пришел в землю обетованную, потом уходил на какое-то время в Египет и вернулся назад. When we look at the book of Joshua, we can easily divide it into just 3 parts. Рассматривая книгу Иисуса Навина, мы ее можем с легкостью поделить на 3 части. The first 5 chapters are the invasion of Canaan. Первые 5 глав — это завоевание Ханаана. Chapters 6 through 12 are the conquest, the battle to take Canaan.
извините, первая пятая глава это, как сказать, нет, не исследование, это вторжение в Ханаан. А 6-12 глава это битвы, которые произошли за хананскую землю. This is the exciting part of Joshua. Вот эти с 1 по 12 главы это такие захватывающие главы. And then chapters 13 to 24, that's half the book, И с 13 по 24 главы, это почти половина книги всей, is the division of Canaan. это распределение земли хананской. Now, we won't cover all this, the first half today, and then the second half tomorrow. We won't do that. И мы не будем изучать с вами материал таким образом, что первые две части сегодня посмотрим, а третью часть завтра. Because naturally, we won't have a lot to say about those chapters where it's just the division of the land. Потому что с 13 по 24 главы там не так уж и много информации, там просто делят землю. So, if today we only get to chapters 5 or 6, don't worry about that. Так что если к концу сегодняшнего дня мы дойдем всего до 5 или до 6 главы, вы особо не переживайте. Just to note this, for the conquest, they first go in and take the central part of the land. И что хочу обратить ваше внимание, когда мы с вами говорим о завоеваниях хананской земли, то начинается все с того, что израильтяне зашли в центр Ханаана и завоевали центральную часть. And I'll show you that on a map. Я вам это покажу на карте. Then Joshua and the army head south and they take the southern part of the land. Потом Иисус Навин со своей армией двинулся на юг и завоевал южную часть земли. And then they head north and take the northern part of the land. После чего они повернули на север и отвоевали северную часть. And that's what these three knives are about. Вот к чему эти три меча, которые нарисованы на карте. A little bit later, we'll notice a verse or two that mentions 7 main people groups in the land of Canaan. И вскоре мы с вами увидим стих, в котором описаны 7 основных народов, которые жили в земле хананской. And I don't know how you'd say this in Russian or Ukrainian, but the Hivites. I should read it. Yeah, it's in Genesis 15. I think there's another place too. No, okay. Yeah. Tell you what, let me come back to this when we come to the verse that mentions these 7. Мы перечислим эти 7 народов, когда будем изучать подробно. And doesn't this map look to you like somebody squashed it this way? Вам не кажется, эта карта не кажется вам, как будто ее немного приплюснули сверху и снизу? Maybe an asteroid hit it. I don't know. Может, астероид упал. Okay, this is what I want you to see. Вот что я хочу, чтобы вы, на что вы обратили внимание. I want you to get an idea, and this is in your notes, of Это есть в ваших конспектах. a time framework for Old Testament history. Я хочу, чтобы вы представили себе временную шкалу событий, которые происходили в Ветхом Завете. Abraham lived 175 years. Авраам прожил 147 лет. His lifespan would have been from 2165 to 1990. 175 лет. И он жил с 2165 года по 1990 год до нашей эры. Did I give a reference there? 12:4? Yep. Okay. Abraham entered Canaan in roughly 2091 BC. Авраам вошел в Ханаан приблизительно в 2091 году до нашей эры. That's when he came down from Haran. Это в тот момент, когда он покинул Харан и пришел в Ханаан. A short time after God called him to leave his home and he'd take him to a land he would give. Произошло через короткое время после того, как Господь призвал его к тому, чтобы он покинул землю отцов своих и перешел в Ханаан. Abraham would have been 75 years old at that time. Аврааму было приблизительно 75 лет на тот момент. And we know from the scripture that he was 100 years old when Isaac was born. Из Писания нам известно также, что ему было 100 лет, когда родился Исаак. The son that God had promised. Тот ребенок, которого обещал ему Бог. So, Isaac lived from 2065 to 1885. Исаак жил с 2065 года по 1885. And we know from scripture that Isaac was 60 years old when Jacob was born. Из Писания нам также известно, что Исааку было 60 лет, когда родился Яков. And we also have Jacob here. Jacob lived from 2006
to 1858. Иаков жил с 2006 по 1858 год до нашей эры. And Jacob was 130 years old when he took his family and moved down to Egypt. Иакову было 130 лет, когда он забрал свою семью и вместе с ними пошел в Египет. Remember that series of events? Помните эти события, да? He thought Joseph was dead, but he discovers that his son is alive. Он уже думал, что Иосиф погиб, но в этот момент он узнал, что Иосиф жив. And he's the most powerful man in all Egypt, second to the king. И в этот момент Иосиф был самым могущественным человеком в Египте, на втором месте после фараона. And remember, Jacob takes his whole family and moves them down to Joseph in Egypt. И в этот момент Иаков взял всю свою семью и переселил их в Египет. And that would have been, the year would have been 1876. И это произошло в 1876 году до нашей эры. BC, of course. До нашей эры, конечно. Now, I want to just add one more thing. Хочу сказать еще одну вещь. This we should add. Jacob and his family enter Egypt 430 years before they finally leave Egypt. Итак, Иаков со своей семьей переселились в Египет за 430 лет до того, как они вышли из Египта, до книги Исход. Now, does it bother anybody that there are a couple of scriptures that say that they were 430 years in Egypt, and there are a couple of scriptures that say they were 400 years in Egypt? Никого из вас не смущало то, что в Писании в некоторых местах написано, что они 430 лет провели в Египте, в других местах написано, что они 400 лет провели в Египте. Does that bother anybody? Никого не интересовал этот вопрос. Okay, the answer is not, well, the scripture apparently made a mistake. И ответ не заключается в том, что в Библии есть какая-то ошибка. That's never the answer. Такого ответа мы никогда не дадим. If we have time, I'll try to deal with that tomorrow. Если у нас останется время, я попытаюсь завтра вам объяснить, почему так получилось. It shouldn't be a big problem for us. На самом деле там нет большой проблемы. The issue seems to be what part of that period in Egypt the scripture is speaking of when it talks about 400 years. Ответ заключается в том, это связано с тем, какой период Писание описывает, какой период пребывания израильтян в Египте описывает Писание. Here's what I mean. Вот что я имею в виду. The scripture could refer to 400 years of bondage in Egypt. Писание может подразумевать 400 лет рабства в Египте. But the Israelites weren't in bondage the entire time they were in Egypt. Но израильтяне не были в рабстве все 430 лет. Only sometime after Joseph's day. Они стали рабами через какое-то время после смерти Иосифа. They were made slaves. Когда они были порабощены. So there are some probable reasons why we have a difference in time given. Поэтому у нас есть достаточно хороший ответ на вот эту проблему, почему две разные цифры. And then Joseph lived roughly from 1914 to 1804 BC. Иосиф жил с 1914 года по 1804 год до нашей эры. All right? Can I leave this? Все, можно дальше. Some other things I thought we ought to look at. Есть еще некоторые вещи, которые я хочу с вами. An outline of Israel's history. План израильской истории. This is what I gave you in your notes. Это есть у вас в конспекте. So the patriarchs era 2091 to 1876. Период патриархов с 2091 по 1876 год. Remember we said 1876 is when Jacob takes his family down into Egypt. Помните, он говорил, что 1876 год это тот год, когда Иаков забрал свою семью и переселился в Египет. So when we talk about the patriarchs, we're talking about Abraham, Isaac, and Jacob. Так что, когда мы с вами говорим о патриархах, мы подразумеваем и Исаака, Иакова, Abraham, Isaac, and Jacob. Авраама, Исаака и Иакова. Okay. The move to Egypt was in 1876. В 1876 году израильтяне переселились в Египет. By the way, if you read a commentary and they have a difference in years here by 2 or 3 years, don't let that trouble you.
И если вы где-то в комментариях увидите на 2 или на 3 года расхождения в датах, то не переживайте. That's not a big deal as we calculate these ancient dates. Это не такой уж и важный вопрос, как разные ученые подсчитывают эти даты. So, entered Egypt in 1876. Итак, израильтяне переселились в Египет в 1876 году. Так, а тут написано, что они пребывали в пустыне в 1876. Где? We have 1867 through 1406, Egypt and Exodus and remaining in the wilderness. Там же дві цифри, то друге вже перебування в пустині. Okay. Yeah, I'll talk about this a Yeah, little sojourn. different from what you have in your notes, but we're talking about the same thing. Я говорю, моя презентация немножко отличается от того, что есть в ваших конспектах, но я объясню все, что там. Okay, so Egypt they entered in 1876. Итак, они вошли в Египет в 1446 году. The Exodus was 430 years later. Выход из Египта произошел через 430 лет. So that puts the Exodus at 1446. Поэтому выход был в 406 году. And then they wander in the wilderness for 40 years. Еще 40 лет израильтяне блуждали в пустыне. So they finally enter the land of Canaan in 1406. Поэтому в конечном итоге израильтяне вошли в землю обетованную в 1406 году. So that takes care of B in your notes. Вот этот период описывает буква Б в ваших планах. The time in Egypt, the time of wandering, to the point where they enter Canaan. Египет, потом блуждание по пустыне и до того момента, как они вошли в землю обетованную. Okay, does that make sense? Понимаете? Все понятно, нет вопросов. Again, you don't have to reproduce all these notes on all these dates on your Опять exam. же хочу поставить акцент на том, что вам не нужно будет продемонстрировать мне знание всего этого конспекта. Вам не нужно будет воспроизвести все, что здесь написано. I am sure to ask you what was the date of the Exodus. Конечно же, я спрошу у вас, в каком году был исход, And you would say what? и что вы мне скажете? 1446. 1446 год. Okay? Хорошо? And if you have that, and then I ask, well, when did they enter Canaan? All you have to do is subtract 40 years. И если я вас спрошу, в каком году они вошли в Ханаан, то все, что вам нужно сделать, это отнять 40 лет. Which would bring you to 1406. Что даст вам 1406 год. Okay, next, C. Пункт С. The conquest of the land from the time they enter Canaan. The conquest of the land, C. Завоевание земель. That's from the time they enter Canaan in 1406 Это с того времени, как они вошли в Ханаан с 1406 года through the period of the judges who ruled Israel. до периода судей, которые судили Израиль. So that would bring us right up to Israel's first king. Так что мы доходим до даты первого царя в Израиле. We'll talk about this a little later. Мы об этом немного позже поговорим. We have to do some calculation to find out how many years did it take Israel to defeat the enemies in Canaan and divide the land. Мы с вами поговорим о том, сколько времени ушло у израильтян на то, чтобы победить всех врагов и заселить обетованную землю. Or another way to ask it is, how many years are covered in the book of Joshua? Другими словами, как можно еще задать этот вопрос, какой период времени покрывает книга Иисуса Навина? And we'll do some calculations in a few minutes. Через несколько минут мы с вами произведем некоторые вычисления. Then, a little bit more difficult, how many years did the judges rule Israel? И есть еще более сложный вопрос касательно того, сколько лет судьи судили Израиль. And that's a little less clear. И ответ на этот вопрос немного более сложный. But when we get, if we had time to look at the book of Judges, the scripture would give us the name of the judge and how long he ruled Israel.
Но когда мы, если у нас будет время, мы посмотрим с вами книгу Судей, и там Писание нам говорит, дает имя судьи и период, сколько он судил Израиль. So we could begin to add all those together to figure out how many years the judges ruled Israel. Поэтому мы можем сплюсовать все эти даты, чтобы иметь представление о том, сколько длился период судей. But that's still not completely clear. Но это по-прежнему не дает нам четкий ответ. Because there are reasons to think that some of those judges' time of rule overlapped each other. Потому что у нас есть основания предполагать, что некоторые судьи судили Израиля в один и тот же период. You see, when God raised up a judge to deliver Israel from her enemies Когда Господь воздвигал судью, чтобы освободить Израиля от их врагов, and to help to govern Israel, и помогал судье управлять Израилем, most often it wasn't the whole land of Israel, it was one area. чаще всего речь идет не о том, что этот судья правил всем Израилем, но он лишь покровительствовал какой-то части But этого to just shorten all that, земли. it looks like the period of judges lasted about 350 years. Ну, если это все сопоставить, то получается такая картина, что период судей длился около 350 лет. So that would take us to about 1398. Поэтому мы с вами оказываемся в 1398 году. The period of the judges' rule would have been, the conquest would have taken us to Да, 1398. извините, I'm sorry. с 1406 по 1398 год это был период завоевания хананской земли. Then add about 350 years for the period of the judges' rule, Потом добавляем 350 лет правления судей, and it takes us to 1051. и таким образом мы с вами получаем дату 1051 года. 1051, Saul becomes king, first king В of Israel. 1051 году до нашей эры у Израиля появился первый царь. Саул воцарился над Израилем. So Saul becomes king in 1051. Итак, Саул стал царем в 1051 году. Then after him, who? После Саула кто был царем? Right! Правильно! I don't have a microphone, it doesn't work so well. У меня нет микрофона, так что не так хорошо, не так эффективно работает этот прием. And then after David, who? После Давида кто был царем? Соломон. Solomon, okay. So, Saul, David, Solomon takes us down to 931. Итак, если отнять периоды правления Саула, Давида и Соломона, мы с вами оказываемся в 931 году. All of Israel was united under one king at a time. Весь народ израильский был под началом одного царя. But then after Solomon dies, who becomes king? И после того, как Соломон умер, кто становится царем? Ровоам и Ровоам. Okay. Jeroboam in the north. Well, Rehoboam first of all, right. Да, сначала был Раваам над всем царством. And he acts foolishly and the kingdom divides. И он сделал глупость, и царство разделилось. And Jeroboam takes the northern 10 tribes, Поэтому Иеровоам воцарился над северными 10 and коленами, Rehoboam is king over just the southern 2 tribes. и Иеровоам остался царем над южными 2 коленами. So the time of the divided monarchy runs from 931 to 586. Поэтому период разделенной монархии продлился с 931 года по 586 With a до long нашей эры. series of kings. Длинный череда разных царей. Who can name all of them? Кто может перечислить всех этих царей? Yeah, me neither. Yeah, that's good. Хороший ответ. It reminds me of a test I heard about in seminary, Это мне напомнило об одном тесте, который я слышал, который проводили в семинаре. where one of the students didn't know, he hadn't studied for the test. Студент был не готов к экзамену, So he gave a very spiritual answer, one answer for the whole exam. так что он дал очень духовный ответ на все вопросы, которые были в экзамене. He just wrote on his exam paper, I don't know, but God knows. Он написал в своем в экзаменационном, как это называется, в своей тетради экзаменационной, я ничего не знаю, но Бог все знает. And the professor took a look at that, И профессор посмотрел на его экзамен, and he wrote, God gets 100%, you get 0. поэтому Бог получает 100%, ты получаешь 0. How many good kings did
the northern kingdom had? Сколько было хороших царей в Северном царстве? Before you answer that, Прежде чем вы дадите ответ на этот what were the вопрос, names of one or two of the good kings of the southern kingdom? назовите мне 2-3 имени хороших царей в Южном царстве. I mean, relatively good. Более-менее хороших. Кто может назвать? Think of any? Да. Языка. Uh-huh. Хорошо. Who is the one who became a king when he was just a boy? Кто стал царем, когда он был еще маленьким мальчиком? Джусеф. Uh-huh. And he brought about a revival in Israel. И он такое произвел пробуждение в Израиле. So we know that the southern kingdom had at least a few good kings. Поэтому нам известно, что в Южном царстве было несколько хороших царей. How many good kings in the northern kingdom? Сколько было в Северном царстве хороших царей? Zero. Yeah, Да, ноль. none. All of them were wicked. Да, все были развращены. And often there was the note that they did not depart from the sins of Jeroboam, who made Israel to sin. И очень часто о них написано, что они не отходили от беззаконий Иеровоама, который ввел Израиля в грех. What a note to have written over your life when you're gone. Интересное замечание, да, которое говорят после смерти человека. That by your influence, one after another in succeeding generations fell into sin. Благодаря вашему влиянию многие поколения впадают в грех. Take this one more step. И еще один пункт нашим планом. What happened in 586? Что произошло в 586 году, кто знает? Ассирия. Babylonian, Yeah, the Assyrian was a little bit earlier. ассирияне немножко раньше. Wasn't that, do you remember, wasn't that 722? 722. Something like that? Yeah. Это произошло. Это Вавилон уже. Ассирияне взяли в плен Северное Северное царство в царство. 721 году. That was the beginning of the end. This is the end. Это было начало конца, а вот это уже конец. В 586 году 586, Nebuchadnezzar and his armies finally take Jerusalem. Навуходоносор со своей армией захватил Иерусалим. Destroy Jerusalem, destroй the temple, Уничтожил город, уничтожил храм and carry away the people, the chief of the и people. переселил весь народ в Вавилон. And that lasts, well, let's see, the captivity was about 70 years, right? И пленение вавилонское продлилось около 70 лет. But then Cyrus issues a decree, people are allowed to start coming back. Потом царь Кир издал указ, в котором позволялось народу возвращаться на свою землю And restoring some kind of a civilization in Israel. и восстанавливать города Израиля. The Old Testament record ends at about 400 BC. И конец этого окончательный, пришел конец этому плену в 400 году до нашей эры, так говорит Писание. And between that and the beginning of the New Testament, we have 400 silent years. И от этой даты до начала Нового Завета у нас есть 400 лет молчания. Silent in that we don't know of any prophets. В этот период нам неизвестен ни один из пророков. The Scripture doesn't give us record of those years. Не было ни одной записи в Библии в этих годах. So where would you look to find any of that history? Так что куда нам нужно обратиться, чтобы узнать о том, что происходило в этот период? Tell me after the break. После перемены скажете.